здравствуйте, всем доброго времени суток. С вами снова я, Светлана, и вы на канале Астрокошка с Раматаля-Потам. Как я и обещала, я хотела бы провести для вас такое вот видео практикум по тому, как разбирать ядро личности. И я там готовила собирала карты добровольцев, так сказать, людей, кто хочет поучаствовать, чтобы их карту тоже просмотрели и просто на примере их карты разобрали ядро, да, к какому типу оно относится. Но сначала хотела бы все-таки сказать немножечко о том, как мы будем разбирать и классифицировать ядро. Во-первых, мы будем смотреть на пол ядра, мужское оно или женское, да. Как вы знаете, может быть, кто-то не знает, люди все с разным уровнем знания у меня на канале, как я уже поняла по комментариям. Поэтому напоминаю, да, что все воздушные и огненные знаки это мужские, и земные и водные знаки это женская стихия. И поэтому составные части ядра, для тех, кто не помнит, напоминаю, да, это Солнце, это Луна, знак Солнца, знак Луны, знак асцендента и знак управителя асцендента. Если управитель асцендента находится в соединении еще с другими планетами, то мы их тоже учитываем, да, как бы вот так вот. Так, кроме пола ядра, мы еще будем смотреть, скажем так, своеобразную зрелость ядра. Зрелость ядра, есть такая вот градация, она основывается на классификации состояний нашего «я» по Эрику Берну. Скажем так, ну, вы все понимаете, да, что это астропсихология, и она основывается и базируется тоже на психологии, на классической. И поэтому градации зрелости ядра, они тоже основываются на градациях зрелости личности. Принято вообще, что есть 3 градации, да? Ребенок, взрослый и родитель. В астрологии чаще упоминают такую градацию, как ученик, работник и учитель. Я приготовила для вас, вот если вы видите шпаргалку такую вот своеобразную, и вы будете, как бы опираясь на нее, будете понимать, к какой градации относится какой знак зодиака. Да? Так, и получается, на чем основана эта вообще градация? На том, что первые 4 знака зодиака, начиная с Овна, Овен, Телец, Близнецы и Рак, да, то есть первые 4 знака зодиака, которые относятся ко всем 4 стихиям. Они относятся к возрасту, ну не возрасту, а зрелости ребенка или ученика, да. Следующие 4 знака, это Лев, Дева, Весы и Скорпион, относятся к градации взрослый или работник. И остальные следующие, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, относятся к градации родитель или учитель. И это легко очень можно запомнить, как бы вот эти все знаки зодиака, к какой градации они относятся. Но важно еще понимать, да, если вдруг вы забудете все-таки, как вам запоминать, то важно понимать, как бы на чем основывается. На том, что, вот смотрите, ученик, да, давайте такую ассоциацию проведем сначала на примере стихии воздуха, пускай будет. Вот смотрите, близнецы, да, самый первый уровень первой 4 относятся к ребенку, потому что они действительно, вот как бы для них все в новинку, да, они очень любопытные, они действительно любят учиться всему, они информацию хватают, ну вот просто очень легко на лету прямо хватают, да, как губка, как бы, и имеют, скажем так, свойства мозга, да, интеллекта, реально вот как губка. То есть они усваивают абсолютно все и выдают вот так же легко абсолютно все, да, вот как дети.
не особо они разбираются в качестве, конечно, этой информации, поэтому близнецы, знак, он всегда такой очень переменчивый, очень такой лобильный, мутабельный, относится к мутабельному, да, кресту. И они не особо разбираются в качестве связей, потому что очень поверхностны, да, не углубляются. Второй уровень, да, как бы развития этой стихии, это уже весы идет. Вот весы, они уже более разборчивы в связях, они уже сортируют, скажем так, свои контакты, свои связи, свою информацию вообще поступающую, да, сортируют полезное от случайного или какого-то там наносного придуманного, то есть все-таки уже включают критическое мышление такое вот и имеют уже свое какое-то мнение на поступающую информацию. Они более уже склонны к сотрудничеству с другими людьми, но все-таки не абы с кем. Они все-таки перебирают связями и контактами, не хватаются за любую информацию, за любые какие-то сплетни, да, склонны все-таки как-то сортировать, изучать ее поглубже и выносить какое-то суждение, да, как бы. Из-за этого, если вдруг кто-то, допустим, весам жалуется на кого-то, то он ни в коем случае сразу не принимает сторону того, кто жалуется, а старается все-таки изучить еще и другую сторону, чтобы включить вот эту вот критику, да, как бы, чтобы рассмотреть обе стороны и потом уже вынести свое какое-то суждение, либо дать совет. То есть тут дипломатия на высшем уровне уже. И, наконец, третий уровень, это уровень уже учителя, либо родителя, да, как бы кто как называет. Тут уже идея сама и информация достигает своей кульминации. То есть тут уже информация, она не носит такой вот просто характер информации. Она превращается в какую-то идею. Она родилась, конечно, не без помощи близнецов, приобрела свою форму качественной информации благодаря весам. И вот Водолея уже как бы призывают к тому, чтобы он эту информацию качественную нес в народ, в люди, да, но как духовный гуру какой-то, как идейный какой-то лидер, да, как бы, который в правильном оформлении ее преподаст всем остальным, причем независимо от знака, да, ориентируется на широкий какой-то социум и на разные версты населения, как бы, на людей с разным мышлением и с разным интеллектом, да. И вот как бы его задача уже как раз состоит в том, чтобы не обрабатывать, ну, не сортировать эту информацию, а все-таки придать ей более какую-то философскую такую форму, интересную, да, идейную форму какую-то, может быть, привнести в нее что-то такое своеобразное, новое, то, до чего не додумывались близнецы и весы. Вот точно так же можно, допустим, рассмотреть и водную стихию, да. Рак, получается, он относится к знаку учеников, да, либо детскому ребенку, знак ребенка. То есть рак почему относится к ребенку? Потому что он, это же стихия эмоций, чувств каких-то, и получается, что он как будто бы пробует их. То есть это как будто бы вот самое первое, что в нем зародилось, это вот какие-то чувства, эмоции, интуиция, что-то вот такое, да, которое он вообще не понимает, что с ним делать, что это такое, откуда оно взялось, да, и как им вообще пользоваться. То есть он просто по наитию, по своему пользуется этим, но непрофессионально, скажем так. Вот. И поэтому даже та же самая Луна в Раке, да, казалось бы, в знаке своего владения, своего управления, что она как бы в сильном положении, и тем не менее вот эти вот люди с лунами в Раке,
они бывают как раз-таки с очень переменчивым настроением, то есть очень зависимы от различных новостей, событий, от всего. От любой мелочи у них может поменяться это настроение, эмоциональный фон. Поэтому рак относится к градации ребенка или ученика. Дальше, следующий, второй уровень воды, стихии, да, это у нас получается Скорпион. Тут уже водная стихия приобретает другой уровень. Тут уже он пытается правильно управлять этими эмоциями так, чтобы они несли какую-то выгоду, какую-то функциональность. Поэтому этими эмоциями он пользуется в свою, скажем так, пользу, да, то есть либо эмоционально давит на других людей, либо пытается других людей вывести на эти эмоции, чтобы получить, допустим, информацию или обратную связь, вот что-то такое, да, как бы. И тут опять-таки уже у Скорпиона появляются вот эти вот первые такие интуитивные нотки, которые тоже не могут его часто пугать, и непонятно откуда вот эта какая-то экстрасенсорика появляется время от времени, да, как бы так. Третий уровень градации воды, стихии, да, это уже рыбы. Рыбы — это уже эмоции, чувства, да, кульминирующие, которые нужно уже не просто ощущать, да, и иметь их в своем распоряжении, и не просто их научиться ими как бы управлять, а сделать их какими-то гениальными, чтобы была какая-то польза из них, понимаете, как бы из этих чувств и этих эмоций. И поэтому в рыбах эта вся канитель, она превращается в какое-то творчество, да, то есть это все и рыбы как раз-таки высший вот этот знак, который самый такой интуитивный, который живет какими-то знаками, сигналами от Вселенной, какими-то вот снами, какими-то впечатлениями бессознательными, ментальными, вот что-то такое очень глубокое, да, и как раз вот в знаке рыбы воплощается вот эта вот вся чувственная такая вот сфера в творчество, в какую-то музыку, в какое-то, не знаю, стихи какие-то, в какие-то картины, да, или там, не знаю, допустим, построение каких-то таких подковерных игр, да, и связей каких-то с теми людьми, с которыми очень трудно вообще навести контакты. Тем не менее, вот используя очень тонко этот инструмент, настолько, насколько не могут использовать те же скорпионы и раки, да, этот инструмент, он работает уже во благо обществу, во благо социума, как бы так вот. То есть рыбы уже пытаются управлять этими чувствами, этими эмоциями, но так, чтобы они опять-таки имели, как вот у Водолея, да, информация приобретала свою какую-то форму идейную и отдавалась в массы, в социум. Точно так же и рыбы пытаются оформить эти все чувства в какую-то тоже своеобразную форму, которую можно увидеть, которую можно реально купить или посмотреть, или, не знаю, прикоснуться к ней, как-то услышать, да, вот что-то такое. Поэтому вот так вот. Еще хотела остановиться по поводу взрослый или ребенок, или учитель, наставник, да, в чем как бы разница. И вот этой информации о градации ядра, ее как бы очень мало в интернете, и вообще как бы особо ее не раскрывают. Ну, разве что на каких-то очень таких подробных курсах, да, непосредственно в астрологических школах, там вот может быть кто-то и рассказывает об этом, а так в интернете очень мало такой информации. И смотрите, если вы, допустим, родились учеником, у вас ядро ученика либо ребенка, да, то можно сказать, что
вам отчасти повезло, потому что у вас нету такой вот миссии, да, как у наставника, учителей, спасти весь мир, да, и какие-то нести высшие духовные идеи в социум, да. Живите просто для себя, набирайтесь разного такого опыта, получайте просто от жизни удовольствие, как бы, и вот ваша, как бы, задача просто инициировать вот эти вот процессы, отслеживать свое какое-то восприятие этих процессов, да, давать делу какой-то толчок там, ну и все, как бы вы вот зодиакальный такой вот ребенок, и вам многое может даже проститься, как бы, в социуме. Если вы, допустим, взрослый или, как по другой градации, работник, да, то тут немножечко задача посложнее, да, как я рассказывала про весы, про скорпион. Вы должны уже смотреть тут глубже. То есть вам уже какое-то ребячество, окружение, пространство не будет прощать уже. То есть тут уже от вас требуется какая-то большая глубина, систематизировать, как бы, вот это все надо лучше как-то фильтровать это все. То есть у вас повышается какой-то уровень ответственности, да? Проводить селекцию всего надо, и чувств, и информации, и материальных каких-то ценностей или ресурсов, да, если вы, допустим, по земле, ну, взять стихию земли, или, допустим, по огню, там, получается, стрелец, да, у нас, нет, лев у нас, лев, получается, на этом уровне, то вы уже, как бы, берете какое-то лидерство уже, да, какую-то ответственность за других людей. И ваша задача вникать уже в процессы и стараться понять их глубинную суть, ради чего вообще это все делается, да, чтобы, как бы, увидеть вот дальнейшую какую-то цель, более далекую, да, пускай, допустим, вы эту цель не будете осуществлять, но вы уже должны, как менеджер среднего звена, понимать свой участок работы и ответственность за этот участок, да, подхватывать вот эти вот процессы, которые, как говорится, дети начали, да, и вот вы просто их, после них терпеливо это все завершаете или продолжаете, да. Вот, допустим, как бытовая обычная история, да, когда берется щенок какой-то или котенок домой, да, пока он маленький, интересный, такой вот милый, все им тешатся, да, как дети. Потом он начинает подрастать, надо уже кому-то брать ответственность, его выгуливать, да, постоянно, водить к ветеринару, делать прививки какие-то, водить к грумеру, то есть брать какую-то ответственность, и приходится родителям продолжать вот это вот дело, которым занимались дети, да, когда оно было еще маленькое и не требовало такой большой ответственности, да, как бы не занимало много места. Вот примерно так. И получается, если вы попадаете в зону уже учителя или наставника, да, то тут уже, как бы, нечего радоваться, это уже супер ответственность, это уже ответственность не только за свой участок, а и вообще за будущее и за далекие какие-то перспективы. То есть у вас, как бы, несется такая ответственность за точку отсчета. Наставникам вот сложно реализоваться в этой жизни, так как задумано вообще природой. Они призваны не столько командовать, сколько вот вдохновлять других людей и способствовать их росту, направлять тех, кто неправильно использует свое время, свои ресурсы, да, то есть это действительно непростая миссия, как у любого учителя, да, требует мощного такого интеллекта, мудрости, какого-то вот духовного какого-то развития и упорства, да, вот, как бы уметь найти правильный подход ко всему этому. Вот, как бы так. А это, как вы понимаете, далеко не всем свойственно, и не каждый может справиться с ролью учителя, да. Как бы многие заканчивают университеты, да, и вроде бы имеют и курсы, ну, проходят дисциплину преподавания, допустим, но далеко не все идут работать преподавателями потом в школу, да, или даже пускай в какие-то, не знаю, колледжи, вот что-то такое, да.
И поэтому очень часто наставник так и остается нереализованным или недоразвитым, непроработанным до своей роли. И вот как бы на низшем уровне эти вот учительские такие знаки, они часто напоминают ученика в самом примитивном его проявлении. То есть многие учителя, ну, скажем так, люди с ядром учителя или наставника, да, они очень часто не могут найти себя в жизни именно потому, что до конца, как бы, многие боятся брать вот эту вот ответственность такую, да, боятся, что не потянут, или боятся, что будут нести какие-то неправильные идеи в массы, в общество, вот что-то такое, да. И получается, что они остаются на вот этом уровне, когда пытаются усовершенствовать, скажем так, свои знания, свою какую-то мудрость, свое духовное развитие, и в то же время остаются, так и застряют на том, что они все время учатся в попытках усовершенствовать себя для того, чтобы все-таки воплотить роль наставника. Но наша жизнь, наше время, наш век, он как бы конечный, да, и поэтому время-то идет, ну, и многие так и остаются на таком уровне, потом нереализованными. Вот как бы так. Ну а те, кто реализуются все-таки, то, грубо говоря, они идут в направлении проработки своего северного восходящего кармического узла и считается, что живут правильно, в том направлении движутся, в каком нужно, да, вот как бы так. Поэтому, чтобы вы понимали, да, для чего мы вообще смотрим вот эту вот градацию ядра на предмет его зрелости, да, чтобы понимать, какую роль в социуме ваша карта уже призвана, уже изначально вы родились с такой картой, и уже, допустим, изначально у вас может быть заложена карта учителя и наставника. То есть вам не нужно вот там вот болтаться в самых, как говорится, низах и быть неуверенным в своих силах и всю жизнь прожить в роли ученика, понимаете? Как бы вот для этого и нужно изучать астрологию, потому что если вы не на своем месте, вы мало того, что свою задачу не выполняете, вы портите как бы себе жизнь, так вы же еще и не даете как бы возможности другим людям вокруг вас научиться от вас. Вот в этом ценность. Так, еще на что мы будем смотреть, как бы принадлежность к какой еще градации мы будем смотреть ядро карт. Это человеческое ядро или все-таки оно относится к животному ядру? Что тут имеется в виду? Имеется в виду, что ядро преобладания каких шаблонов поведения и реакций будет преобладать как бы, да, у этого ядра. То есть к человеческим знакам, как вы видите из сказки, из шпаргалки, да, относятся близнецы, дева, весы, стрелец и водолей. То есть это вот вспоминаете, да, как выглядят эти знаки зодиака. Почему весы относятся к человеческим? Потому что это весы все-таки богини, да, которая отвечает за справедливость. То есть эти весы, которые держит именно человек. И стрелец почему относится к человеческим? Потому что это кентавр, это получеловек, полуконь. То есть там верхняя часть все-таки, там, где сердце, где голова, да, где органы чувств, относятся все-таки к человеческим. Поэтому стрельца тоже относят к человеку, к человеческому как бы типажу. И животные знаки, все остальные, это овен, телец, рак, лев, кто там у нас идет, скорпион, козерог и рыба. Вот так вот. Ну и также будем смотреть еще на плодовитость или бесплодность ядра. Что тут имеется в виду? Совершенно не так, как вот это звучит. То есть это не будет анализироваться именно конкретно ваша фертильность. Нет, абсолютно. Плодовитость ядра и бесплодность его имеется в виду то, что человек с таким ядром
он пытается все-таки что-то сотворить, или он все-таки не собирается и не чувствует в себе никакого позыва что-то творить и иметь какой-то результат. Вот в этом отношении это вот будет смотреться. Имеется в виду плодовитость. То есть есть результат от стремления человека. Ну, то есть человек пытается стремиться к тому, чтобы получить воочию какой-то результат и чего-то добиться. Или все-таки он не старается, у него нету цели просто, да, какой-то получить результат, он просто старается более-менее принимать то, что ему дается извне, то, что ему жизнь просто дает, то, что дает пространство ему, да, и он как бы сам для себя живет, ну, как бы особо такого результата он не старается добиться, да, как бы вот так вот, в этом отношении. Так, ну и давайте, наверное, все-таки начинать смотреть эти карты наших добровольцев, которые с удовольствием так вот предоставили их. Я бы, конечно, могла взять своих знакомых каких-то карты, да, но мне захотелось все-таки поработать с аудиторией, чтобы с одной стороны как бы вас вовлечь, да, как бы в обучение, с другой стороны посмотреть, проанализировать и понять для себя уровень людей, как бы, которые приходят ко мне на канал, да, как бы посмотреть вообще, как бы, какие люди, какая аудитория ко мне идет на канал, чтобы лучше понимать это все. Ну, и когда я посмотрела, я их все приготовила, да, вам заскриншотила, как бы, чтобы уже более понятно, как бы, говорить. Я посмотрела, что у меня примерно 50 на 50 плодовитые и бесплодные, да, как бы карты получаются. Примерно в основном карты все, ну, большинство, скажем так, преобладающее количество карт получается с животным ядром, то есть когда более животные какие-то рефлексы в ядре, да, они будут преобладать в шаблонах поведения, то есть в каких-то реакциях бытовых и в социальных все-таки преобладает животное начало какое-то. И получается в плане зрелости, допустим, то тут абсолютно разная такая процентовка, и примерно 50 на 50 и взрослые, и ученики там вышли. Напоминаю, да, что мы не разбираем все остальные планеты, потому что о каждой карте можно говорить часами, сутками, да, просто мы разбираем только лишь одно ядро, в которое входит Солнце, Луна и управитель асцендента. Все, мы только вот это вот разбираем. Потому что для того, чтобы, допустим, подбирать профессию или подбирать вам брачного партнера, допустим, человека для жизни, да, или подбирать, допустим, что еще можно подбирать? Подбирать, допустим, сферу вообще деятельности, да, вам нужно изначально проанализировать, какое у вас ядро. Потому что если у вас, допустим, ядро не самодостаточное какое-то, зависимое, да, то с человеком, у которого ядро будет очень самодостаточное и независимое, вам будет очень сложно. Вы будете как бы тогда постоянно подстраиваться под того человека, под другого, либо под ту деятельность будете подстраиваться, что-то такое, да. И опять-таки при подборе профессии, да, там, где нужно, допустим, на место, на вакансию, на позицию подбирать человека, который сможет самостоятельно принимать решения, будет простраивать какие-то планы, будет стремиться на достижение каких-то результатов, чтобы побольше, допустим, заработать, да, что у него будет там заработок зависеть от процента от его, то ему, ну, на такую должность нельзя брать человека, у которого какое-то тревожное ядро, допустим, да, или какое-то очень сложное, которое будет сидеть и думать, как простраивать планы внутри планов, да, очень долго будет растрачивать свои ресурсы не в том русле, не в том направлении. Или, допустим, будет там
битое ядро, как я уже говорила, будет постоянно колебаться в принятии решений, как бы. Вот так вот. Поэтому надо для таких вот серьезных вопросов, для, допустим, самореализации, да, какой-то профориентации, для подбора партнерства какого-то, нужно все-таки начинать анализ со своей карты, чтобы понимать, кто или что вам больше подходит, или какая деятельность больше подходит. Да? Все-таки там, где вы с зависимым каким-то ядром сможете, вам легче будет работать на какой-то должности, где не требуется принятие решений, да? Либо, допустим, есть какая-то инструкция, какой-то протокол, то такому ядру хорошо там будет работаться. А там, где нету никаких прописанных инструкций, то такому ядру будет тяжело уже там. Вот реально, ну, недолго такой человек там проработает, как бы будет сложно справиться. Поэтому ядро изначально анализируется в этом плане, а потом уже рассматриваются все остальные планеты, которые не вошли в это ядро, которые уже, скажем так, создают фон уже и учитываются их расположение в знаках и домах, да, и аспекты. Есть связи какие-то к планетам ядра или нету, как бы вот это тоже учитывается. Вот как бы так. Ну, давайте как бы смотреть дальше уже более подробно. Итак, карта номер 1. 21 сентября 2001 года, час 50 ночи, Витебск, да. Смотрите, тут у вас получается женский пол ядра. Как мы смотрим, как я уже напомнила, да, что в ядро у нас входит Солнце, Луна. Солнце у нас в Деве. Дева это у нас, вспоминаем, мужской знак, потому что относится к... Это женский знак, потому что относится к стихии Земли. Да? Луна у нас находится в Скорпионе. Скорпион у нас водный знак. И получается, что и Солнце, и Луна находятся в женских знаках. Дальше смотрим. Асцендент. Асцендент у нас во Льве. Львом управляет у нас Солнце. Солнце у нас находится, как мы уже поняли, да, в Деве. Опять-таки. И в итоге получается, что у нас четко прописывается женское ядро. Женское ядро. Ну и плюс еще как бы женственности добавляет еще Венера, которая в самом-самом конце первого дома во Льве. Она тоже добавляет женственности. Итак, на предмет зрелости ядра смотрим. Дева это у нас относится к градации взрослый. Скорпион тоже относится к градации взрослый. Лев относится тоже к градации взрослый. Да? Поэтому у нас четкая картина ядро взрослого. На зрелость она получается у нас все-таки взрослый, да, как мы уже разобрали, у нас задействованы знаки Дева и Скорпион. Это знаки взрослого или работника, да, который как бы уже сегрегирует информацию, сегрегирует чувства, допустим, какие-то эмоции, вот такое. Но в данном случае тут получается ядро, оно у человека, у нашей девушки, так, тут получается огонь, земля и вода. А само Солнце, да, вот получается трехстихийное такое вот ядро, да, когда и вода, и огонь есть, и в то же время есть земля. Очень, я бы сказала, очень такая достаточно гармоничное такое ядро, когда вот эти вот стихии
3 участвуют. Да, в ядре не хватает, допустим, воздуха, да, но воздух там уже подтягивается из других знаков. Это уже потом подтягивается. То есть это уже задача человека проработать, правильно реализовать планеты, которые находятся в знаках воздушной стихии. Так, и на предмет животный знак или человеческий, тут получается все-таки животный, потому что у нас знаки скорпион включается, тут лев, да, животные знаки, а дева, он все-таки человеческий, но преобладают все-таки животные знаки. Так, и плодовитый или неплодовитый. Тут получается у девушки умеренно плодовитый, потому что, смотрите, дева относится к бесплодным, и лев относится к бесплодным, да, а вот скорпион относится все-таки к плодовитым. Но почему я говорю, что умеренно плодовитый? То есть тут получается Венера в первом доме у человека, она придает, ну, то есть вот этот лев, который относится к бесплодным знакам, Венера его уменьшает, эту бесплодность. То есть добавляется какой-то плодовитости все-таки. И тут не совсем, скажем так, бесплодное. Тут умеренно плодовитое, как бы вот такое вот ядро. То есть хозяин этого ядра, он, скажем так, настроен на получение результата, но в зависимости от потребностей в конкретный период времени своего существования, в конкретный период жизни. Вот примерно так. То есть он может и включать в себе намерение на получение результатов каких-то и добиваться, а может выключать это и жить для себя, просто как бы принимая то, что ему дается от пространства, и все. Вот так вот. Так, и в плане еще как тип ядра, это все-таки больше принимающее ядро, потому что это женское ядро, как мы уже определили, да, а женский типаж ядра, он больше принимает, чем инициирует действие сам, да, вот как бы так. Ну и зависимый тип ядра, потому что тут Солнце и Луна, они как бы между собой имеют, ну, еще немножко, да, и тут был бы уже секстиль между ними. То есть как бы зависимый, но зависимый от каких-то удачных обстоятельств. Вот примерно так. То есть в зависимости от ситуации ядро распределяет свои и включает распределение своих ресурсов, да, своей энергии как бы по планетам. Вот примерно так оно работает. Очень такое приятное, гармоничное ядро тут. Так, давайте перейдем ко второй карте. Карта номер 2. Тут у нас получается девушка, да, 27 сентября 1977 года, 21:30, Хабаровск. Асцендент у нас в Близнецах, Солнце у нас в 5 градусе Весов, Луна в Овне. И смотрите, вычисляем пол ядра, да, мужское или женское ядро. Начинаем с Солнца. Солнце и Луна находятся в воздушно-огненных знаках. Это мужские знаки. Ну и асцендент у нас в Близнецах, это тоже воздушная стихия, это тоже мужской знак, да. Управитель асцендента Близнецы, Меркурий, управляющий Близнецами, да, он находится у нас в Деве, в земной стихии. Но, тем не менее, как мы уже поняли, все-таки преобладает мужская энергетика тут, потому что два светила как бы находятся оба в мужских знаках, уже преобладает как бы. Ну и асцендент тоже в мужском. Так, зрелость ядра. Зрелость ядра у нас получается как? Луна у нас находится в Овне,
Овен — это у нас ребенок все-таки, или ученик, да. Близнецы, знак асцендента, это у нас тоже ребенок. А вот весы и Меркурий, находящийся в Деве, Дева и весы, это уже знаки взрослого. И давайте смотреть. Обратите внимание, что в этой карте в первом доме он не совсем у нас пустой. Он у нас еще содержит тоже на границе первого и второго домов Юпитер. Но этот Юпитер, он еще все-таки входит в первый дом. Куспид второго дома в 6 градусе, а Юпитер в 5 градусе. Поэтому Юпитер попадает все-таки в первый дом. Юпитер у нас в Раке. Юпитер у нас в экзальтации. Скажем так, планета джекпот тут. И на него сходятся аспекты к Луне и к Солнцу, да, к нашему, как бы, к светилам нашего ядра. И получается, что у нас уже как бы мультиядро. Мультиядро — это когда в ядре больше 3 планет собирается. То есть, смотрите, Солнце, Луна, Меркурий, управитель асцендента, да, и 4-я планета, Юпитер, уже получается мультиядро. То есть, чем больше планет входит в ядро, больше 3, уже называется мультиядро. И чем больше их, как бы, тем более сложное ядро, более сложная личность становится, более многогранная личность становится. Но оно как бы тут непросто, да, мультиядро. Между Солнцем и Луной у нас, как вы видите, есть оппозиция. Обратите внимание, да, есть оппозиция. И получается, Солнце у нас в знаке своего падения, там, где оно спотыкается. И вот такое вот ядро, где есть между светилами оппозиция, и где одно из светил, либо оба из светил, да, как бы, ну, чаще всего одно из светил, находится в знаках своего падения либо изгнания, вот такое вот ядро называется битое ядро. То есть, когда эмоциональное, бессознательное находится в оппозиции к сознательному. Человеку тогда трудно, скажем так, он как на качелях, да, как коромысло, что перетянет, бессознательное или сознательное перетянет. И тогда человеку вот трудно как бы опираться на что-то, да. Но в данном случае тут у нас формируется тау-квадрат. И на вершине этого тау-квадрата, этой конфигурации, у нас Юпитер в Раке. Планета джекпот, как говорится, планета бонус, да. Юпитер в Раке, он находится у нас в экзальтации. И очень круто, что он находится не просто в знаке своей экзальтации, он еще и находится на куспиде 2-го дома, дома денег, да. А Юпитер у нас, как мы знаем, планета меценат, планета щедрости и планета учитель и наставник, да. Как бы и тут получается, смотрите, какая ситуация интересная, да. Мы до этого определили, что с одной стороны у нас половина элементов ядра носит градацию взрослый и половина ребенок, да. Так кто же все-таки, ребенок или взрослый? Как понять тут? А вот смотрите, а Юпитер у нас относится уже к взрослому, тем более он еще и в экзальтации, планета джекпот. Понимаете, как бы. И он, скажем так, добавляет тут взрослости, добавляет вот этой вот роли наставника уже даже. То есть получается, что в такие вот какие-то критические моменты в человеке автоматом включается вот этот вот громоотвод, который спасает эту всю ситуацию. Включается внутренний, не просто взрослый даже, а наставник, учитель внутренний. Как будто бы человек может бессознательно, обратите внимание, тут рак, человек может бессознательно, сам того не понимая, не осознавая, откуда в нем это, что, да, он включает какую-то мудрость, мудрый какой-то философский подход
на сохранение своих ресурсов. Потому что Куспид второго дома, второй дом — это наши ресурсы, это наши таланты, это то, что мы имеем как бы при себе и чем мы дорожим. Да? Это наше здоровье, это наша энергия, время, деньги, это наши какие-то вещи материальные, да? То, чем мы дорожим. И в итоге получается, что Юпитер включает вот это вот такой вот бережливый подход, какой-то мудрый подход, да, на сохранение своих ресурсов. И он говорит: так, хватит колебаться, вот это тут, давайте будем все-таки опираться на какие-то факты и будем как-то договариваться. Не будем тут эмоционировать, включать в себе какое-то лидерство непонятное, да, зачем, какие-то амбиции. Луна в Овне, она будет тут амбициозная, такая, кому-то что-то будет пытаться доказать, непонятно для чего, да, сама она тут не понимает, зачем. А будем действовать как-то по Солнцу в весах, будем как-то включать вот этот дипломатический такой вот критический взвешенный подход, да, как бы, и будем думать, чтобы устроилась ситуация всех, да, абсолютно обе стороны. Вот так вот. И поэтому тут можно сказать, что тут ядро все-таки взрослое. Юпитер тут подтянул очень хорошо его градации взрослости все-таки. Так, ну и дальше человеческий все-таки или животное ядро, да. Смотрите, человеческие знаки, да, это у нас получается весы. Солнце в весах — это человеческий знак. Луна в Овне, Овен — это у нас животный знак. И близнецы — это человеческий знак, и управитель асцендента Меркурий у нас в Деве. Дева — это у нас человеческий знак. И получается, что у нас в ядре преобладает все-таки человеческое как бы ядро. Так, плодовитое или все-таки не плодовитое, да, как бы бесплодное ядро, то тут получается у нас что? Близнецы, да, знак у нас, он у нас бесплодный, Дева бесплодный, весы плодовитый, если будем вот опираться на шпаргалку, да, и Овен у нас бесплодный все-таки. И получается, что ядро у нас бесплодное. То есть тут хозяин гороскопа, хозяйка гороскопа, она не нацелена на какие-то свершения там вершин каких-то, больших каких-то результатов, что-то такое, да. То есть тут все-таки ядро живет для себя все-таки больше. Вот так вот. На то, чтобы было хорошо конкретно им, да, то есть не сколько там интересует какая-то результативность, да, вот как-то так. Ну, может быть, по энергетике человек все-таки экономит энергию, экономит энергетические ресурсы. Так. Поэтому я бы назвала такое ядро, оно хоть и битое, да, но оно самокорректирующееся, оно способно себя вытягивать как-то, оно способно себя спасать. Человек тут ощущает, куда ему двигаться в каких-то сложных критических ситуациях и на что ему опираться. Так, перейдем давайте к следующей карте, к карте номер 3. Третья карта — это у нас 12 мая 1974 года, 14:25, Ереван. Тут у нашей девушки получается Солнце в Тельце, Луна в 30 градусе Козерога. Солнце у нас... Так, ладно. Асцендент
в Деве у нас, и управитель асцендента Меркурий находится у нас в 1 градусе Тельца. Итак, начинаем. Мужское или женское, да? Телец, где находится Солнце, это у нас знак Земли, это женский знак. Луна находится в Козероге, это тоже у нас земной знак, тоже женский. И Меркурий у нас тоже находится в Тельце, тоже женский знак. Поэтому у нас ядро тут полностью женское, да. То есть инь-янь, как бы мы уже понимаем, да, какие тут энергии идут. Энергии принятия, энергии пассивные какие-то или энергии, допустим, мужские, да, активные, амбициозные какие-то лидерские энергии, где требуется какая-то инициатива и действие. Да? Как бы мы тут понимаем, что тут женские, тут человек все-таки больше склонен на прием энергии, на прием каких-то ресурсов, нежели на проявление собственных каких-то действий. Да? Итак, зрелость ядра ребенок или учитель, да, то тут получается у нас 50 на 50 ребенок и учитель, потому что у нас получается Меркурий и Солнце, они находятся у нас в знаке ребенка, Луна находится уже не в знаках взрослой, а уже в знаке наставника и учителя в Козероге. Но у нас тут еще в 1 доме, обратите внимание, есть Плутон. Плутон в весах, да. И получается, что тут у нас тоже мультиядро, так как у нас больше, чем 3 планеты в ядре, добавляется Плутон еще. А знак весы – это у нас уже взрослый все-таки. И получается, что 50 на 50. Смотрите. 2 планеты из 4, Солнце и Меркурий, относятся к градации ребенок, Плутон относится к градации взрослый, и Луна относится к градации наставник. Но так как это Луна, тем более она в Козероге, она в знаке своего изгнания, то получается она как бы опускается до уровня Плутона, до меньшего уровня, и получается, что 50 на 50 ребенок взрослый все-таки, как взрослый ребенок. Примерно такая вот зрелость этого ядра. То есть тут про наставничество очень сложно что-то говорить, потому что Луна тут у нас в знаке своего изгнания. И тем более она в нижней полусфере. Нижняя полусфера – это у нас личная полусфера, это не социальная сфера, то есть тут все-таки она больше спрятана. То есть тут наставничество, если оно и возможно, и Плутон тоже в весах по взрослости, да, он тоже тут в весах в слабом для себя положении, тут никакой. Поэтому тут взрослости и наставничества очень мало, да. А вот энергии детские, какие-то ученические, они идут полностью в социум. Поэтому этот человек в социуме кажется все-таки как представлен как ученик. Так, животное ядро или человеческое, да. У нас тут все-таки животное ядро, потому что Телец, да, обе планеты, Козерог – это тоже животный знак, ну и весы только человеческие, но преобладает по количеству все-таки животные знаки ядра. То есть все-таки животное будет преобладать бессознательные какие-то реакции у человека. Плодовитый или неплодовитый знак. Тут все-таки плодовитый знак, потому что Телец, в котором находятся 2 элемента ядра, это относится к плодовитым знакам. Да? Весы, которые активированы Плутоном, они тоже относятся к плодовитым знакам. Ну и Луна в Козероге, она, несмотря на свое изгнание, она все-таки активирует зону плодовитости, и тем более она акцидентально в 5 доме, да, 5-й дом для Луны это как раз дом детей, да, и Луна это как
символика матери, то есть тут добавляется плодовитость, и тут у нас плодовитый знак, и да, как бы ядро у нас ребенка, и немножечко ребенок-учитель, как мы уже, ребенок взрослый, как мы уже определили, да, но тем не менее получается хозяйка гороскопа, она в обществе, да, в социуме все-таки настроена на достижение каких-то результатов, но на уровне ребенка, на уровне ученика, как бы вот так вот, то есть на получение все-таки каких-то ресурсов, потому что у нас ученичество это представлено знаком Тельца, это знак ресурсов, больше материальных ресурсов, и представлено на накопление каких-то результатов своей деятельности. Вот так вот. Так, тоже мультиядро, как мы уже определили, да. И смотрите, так как у нас Солнце и Луна находятся в знаках одной стихии, земной стихии, да, Телец и Козерог – это земная стихия, то можно сказать, что вот такое ядро, оно называется самодостаточное, независимое ядро, потому что оно умеет себя успокаивать. Да? Когда Солнце и Луна находятся в знаках одной стихии, любой, неважно какой, ну одной стихии, да, или в знаках дружественной стихии, как вот в первой карте у нас было, что, допустим, через знак находятся, да, Солнце и Луна через знак, то есть дружественные стихии между собой, то есть, допустим, в воздухе огонь, да, дружественные между собой, и земля и вода между собой дружественные, да. Вот такое вот ядро, оно называется самодостаточное, потому что оно умеет себя успокаивать, да, либо находить какие-то вот точки опоры, ну, точки аргументации для себя, да. Если, допустим, через знак, то это точки аргументации. Если все-таки в знаках одной стихии, вот как в этом случае, в данном, да, в этой карте, то это все-таки больше как самоуспокоение, эмоционально-ментальное такое самоуспокоение. То есть находятся эмоциональные все-таки вот эти вот рычажки управления. Вот как бы так. Но опять-таки принимающее ядро, потому что более выражена женская стихия и знак Тельца. Венерианский знак, он более тут выражен, поэтому ядро больше носит принимающий характер. Так, следующая карта у нас 4-я карта. Это у нас 27 января 1977 года, 15:00 в Тбилиси. Тут я бы хотела сразу оговориться, что вот эту карту нужно ректифицировать все-таки, делать уточнения, потому что 15:00, я так понимаю, что человек написал примерно очень, и это видно сразу, что, скорее всего, ну, это хорошо, если бирка есть, но вряд ли тут человек ставил время по бирке. Напишите, пожалуйста, откуда у вас это время. Ну, потом уже как бы в комментариях напишите, да, можете там не обязательно под этим видео, можете там, где вы оставляли эти данные, там вот в записях на моем канале написать, откуда это время. Но мое мнение, что карта не ректифицирована, и время 15:00, оно как бы взято откуда-то, допустим, со слов как-то, или примерно как-то поставили. То есть тут надо уточнять это время рождения еще. На что это указывает? Указывает то, что у вас асцендент на границе двух знаков. То есть он у вас должен сдвинуться либо в один знак, либо в другой какой-то знак, когда вы уточните вот это вот время. Но если у вас все-таки прямо по бирке окажется, что 15:00, то тогда асцендент все-таки в 30 градусе близнецов. Ну, как-то так. Но я бы все-таки уточнила. Уточнила бы все-таки время рождения. Итак, мужской, ну, будем работать с этой картой, да, раз человек оставил с этим временем, то будем работать с этим временем.
Мужской или женский, да, ядро, мужское или женское. Так, начинаем с Солнца, да. Солнце – это у нас в Водолее Солнце, это воздушный знак, это значит мужской знак. Луна где у нас? Луна у нас в Тельце, это Земля, это женский знак. Управитель асцендента, если опираться на оставленное время 15:00, то получается, что все-таки близнецы, а близнецы это у нас воздушный знак, это мужской знак. И управитель асцендента у нас Меркурий, он у нас тут находится в Козероге. Козерог это женская стихия, да, земляная, земная, точнее. И вот смотрите, женский, мужской, 50/50 выходит. В первом доме у нас нету планет. Соединение Меркурия с Марсом тут тоже нет, как бы не дотягивает все-таки. Я смотрела, не дотягивает орбисом. Луна до Юпитера тоже по орбису нельзя это назвать соединением, не дотягивает. И поэтому будем вот считать, что это 50/50, да, вот как бы так. Так, что еще? Я тут еще писала все-таки, что мужской знак. А почему мужской? Потому что... Сейчас я вспомню, почему я писала мужской. Ага. Я писала мужской знак, потому что у Солнца и Луны есть квадратура, да, между ними. И у них получается... У Луны есть оппозиция с Ураном, а у Солнца есть оппозиция с Сатурном. Вот Уран и Сатурн, они как бы добавляют, да, достраивают этот квадрат, такой конфигурацию. И получается, что они добавляют тоже каждый по-своему еще. И женской стихии, и мужской. Но тем не менее... Тут в очень сильном таком положении Марс идет. И у Марса есть еще большой такой точный тригон с Юпитером. И получается, что по энергетике человек будет чувствоваться как мужская энергетика. Солнце в 8-м доме у человека, Марс в 7-м доме, в Козероге, Марс у нас тут в экзальтации находится, и Меркурий, да, управитель асцендента, он тоже в 7-м доме в Козероге, да, то есть тут вот эта вот связка, Марса с Меркурием, она будет очень, скажем так, выражена в человеке. Человек будет проявлять инициативу по отношению к любым партнерам, да, хоть делового плана, хоть личного плана, допустим. Очень будет такой по-взрослому вести разговоры, очень существенные, прагматичные, такие практические, такие вот какие-то разговоры будут. То есть будет человек знать, о чем разговаривать с другими людьми, да, и так как Солнце тут у нас находится в западном полушарии, да, то человек вообще больше заинтересован другими людьми, и инициатива по Марсу будет уходить именно в отношении других людей, а не себя. И поэтому, ну и Луна тут тоже у нас в экзальтации, да, в 11-м доме, при поддержке друзей, да, как бы вот эта вот вся связочка такая происходит. То есть тут инициатива будет происходить от самого человека. И поэтому энергетика тут мужская все-таки больше преобладает, чем женская. Вот так вот. Так, животное или человеческое ядро, да? Так, смотрим, человеческие знаки у нас тут Водолей. Ну и в принципе все, да? Остальные все Луна в животном знаке, Меркурий в животном знаке, да? И получается все-таки у нас ядро животное. Плодовитое или бесплодное, да, ядро? Тут я себе записала, что плодовитое, потому что у нас Телец плодовитый, да,
Луна, она в экзальтации, она очень такая плодовитая. Бесплодные — это Близнецы. Ага, Козерог у нас еще плодовитый. У нас Козерог плодовитый. В Козероге у нас управитель асцендента. И поэтому и Луна в экзальтации очень плодовитая, и Меркурий в Козероге тоже плодовитый. Да? Как бы результаты, вот то, что я говорила, от вот этой связки Марс с Меркурием будет иметь большую результативность. И поэтому ядро у нас тут плодовитое, нацеленное на получение результата и на закрытие на, как бы, проектов каких-то с хорошим результатом. Поэтому ядро тут у нас плодовитое. Нельзя сказать, что оно мульти, оно у нас обычное тут, но при этом оно самодостаточное и инициирующее. Как я уже говорила, Марс у нас тут в Козероге в 7-м доме, Меркурий тоже в Козероге, такой деловитость такая проявленная, да, а 7-й дом — это у нас Весы. Это символический управитель, да, у нас Венера. Венера у нас тут в Рыбах, она тут шустрая, и она тут у нас тоже в экзальтации получается. Поэтому тут очень результативное, такое самодостаточное ядро, да? Несмотря на то, что Солнце и Луна у нас в квадратуре находятся между собой, да? Через 2 знака, видите, квадратура между ними. Тем не менее, немножечко, да, оно тревожное, но оно самодостаточное. Оно умеет тут решать, скажем так, возникающие проблемы, потому что Меркурий в той же самой стихии, что и Луна. И поэтому это ядро можно назвать самодостаточное. Умеет себя успокаивать достижением результатов, опирается на какие-то факты, на то, что он уже имеет, либо то, что ему уже до этого удавалось сделать, на уже полученные в прошлом какие-то результаты, и в случае каких-то неудач вот человек может опираться на какие-то заслуги в прошлом, и это его как бы поддерживает и вытягивает из какого-то кризиса и заставляет двигаться дальше. Ну и плюс еще сам Юпитер тут в Тельце, да, он помогает немножечко Луне в 11-м доме, добавляет какого-то оптимизма и надежды на помощь друзей единомышленников. Вот так вот. Так, дальше разбирать не будем. Ядро разобрали, да, потому что это будет затягиваться навсегда. Так, следующая карта, это карта у нас номер 5. Это у нас 6 декабря 1976 года, Терметау, Казахстан, 6:45 утра. Так, у нас тут получается мужское или женское, да, как определить? Солнце у нас в Стрельце, а Луна в противоположном знаке, в Близнецах. Управитель асцендента у нас в Скорпионе, значит, управляет асцендентом у нас Плутон. Плутон у нас в Весах находится, да, в 11-м доме. Но у нас тут в 1-м доме еще присутствует Марс и Нептун, да, и они, получается, с Солнцем делают вот такой вот, как такой маленький, как стелиум, да, соединение получается у нас хорошее, такое красивое. Это еще аспектирует этот же самый управитель асцендента, Плутон аспектирует. Так что интересное такое мультиядро, когда у нас много планет в ядре. Смотрите, давайте посчитаем. Солнце, Луна 2, Марс, Плутон 4, и Марс, Нептун, точнее, 4, и Плутон 5. Получается у нас 5 планет в ядре, да, это мультиядро, это достаточно такая сложная, интересная личность, да, потому что в ядре у нас присутствуют 3 личные планеты, Солнце, Луна и Марс, и 2 трансурановые планеты, те, которые высшие планеты, да, которые планеты
более глобальных каких-то масштабов, перемен, каких-то эпох и поколенческие планеты, как их называют, да. То есть интересная такая вот связка, интересное такое ядро получается. Итак, мужское или женское, да. Солнце и Луна у нас в оппозиции тут находятся. Это Стрелец и Близнецы, это мужские знаки. Скорпион на асценденте, это у нас женский знак. Весы, в которых находится Плутон, это у нас все-таки воздушная стихия, это мужской, да, и получается у нас ядро все-таки преобладает мужская стихия. Ну и сколько планет тоже в Стрельце, получается мужская стихия, полностью мужское ядро. То есть ядро инициатора. Не жданчика такого, там, ждуна, да, а все-таки того, кто действует, кто проявляет инициативу. Так, ребенок, взрослый или родитель, да, как бы по этой градации, зрелость ядра. Тут у нас получается что? Стрелец, в котором у нас 3 планеты ядра, это у нас уже родитель или вот наставник, да, учитель. Луна у нас в Близнецах, это у нас знак ребенка, и Весы это у нас взрослый. Но так как преобладают больше планет все-таки в знаке Стрельца, то это ядро все-таки учителя и наставника. Тем более у нас Солнце тут в соединении с Нептуном. Нептун это самая такая мудрая, зрелая, гуманная такая вот планета, да, она тут в Стрельце, она в сильном для себя положении, и Марс в сильном для себя положении акцидентально и в стихии для себя родственной, да, в огненной стихии, поэтому тут очень такое мощное, сильное ядро, хорошее у человека, пробивное, я бы сказала, даже такое интересное, пробивное, но мягкой силой пробивает, вот как-то так, своей какой-то мудростью пробивает этот человек прямо. Так, и поэтому какой вердикт мы выносим? Мы выносим то, что все-таки у нас ядро родителя или наставника, да? Животное или человеческое ядро. Смотрите, в Стрельце у нас много планет. Стрелец это у нас человеческая, да. Близнецы, Луна в Близнецах, знак Близнецы это тоже человеческая. Весы это тоже человеческая, да. Весы, потому что Плутон там находится, да, управитель асцендента у нас Плутон. И поэтому у нас полностью ядро человеческое. Так, дальше бесплодное или плодовитое ядро. У нас тут получается Стрелец. Стрелец это у нас плодовитый знак. 3 планеты тут в Стрельце, да, плодовитый. Близнецы это бесплодный знак, и Весы это плодовитый знак. И поэтому ядро у нас плодовитое. Как я и говорила, да, пробивное, плодовитое, хорошее, мощное ядро такое прямо. Так, тип ядра, как мы уже сказали, это мультиядро, но при этом, смотрите, у нас тут Луна и Солнце, они у нас тут в оппозиции, да. И ось вот эта вот, второй, 7, и при этом ось Стрелец-Близнецы это ось информации. Как бы между, если по знакам говорить, да, то это ось информации. И я бы не сказала, что оно тут битое. Оно тут не совсем битое. Так как Солнце у нас тут в родственной для себя стихии, да, в огненной стихии.
Луна, она не находится в знаке своего изгнания или падения, да, поэтому оно не совсем битое. Оно тревожное, да, оно тревожное, оно напряженное, но при этом оно не битое. И смотрите, оно при этом зависимое все-таки. Оно мощное, хорошее, сильное, тревожно-вербальное, потому что ось информации у нас, да, стрелец-близнецы, это информационное. Оно вербальное из-за того, что, опять-таки, старается логитизировать, да, рационализировать какие-то проблемы и рационализировать вот эти вот сомнения и колебания, когда, как говорится, два тянет или туда, да, или логика включается, рацио, нужно действовать против своих каких-то чувств, против своей чуйки какой-то, либо наоборот чуйка сильнее, да, как бы, и что перетянет. Конечно же, тут больше включается вот эта вот рациональность, потому что тут Солнце в соединении с Нептуном и с Марсом, да, тут включается с одной стороны желание действовать, желание пробовать вопреки всему, да, Нептун тут добавляет какой-то фантазии, Нептун тут добавляет какой-то мечтательности отчасти, да, оптимизма какого-то. И поэтому вот такой вот здравый смысл, что нужно пробовать, нужно не бояться. Марс добавляет тут смелости, Марс у нас тут смелый в первом доме, да, оно больше преобладает вот эта вот рациональная часть. И поэтому вывод какой, что ядро у нас из-за вот этой оппозиции, оно немножечко тревожное, но оно не битое, не поврежденное, оно у нас сильное, да, но при этом оно вербальное и зависимое из-за того, что приходится рационализировать и учитывать обстоятельства. Понимаете? Приходится анализировать по ядру, по оси информации стрелец-близнецы и при этом учитывать обстоятельства, да, и плюс еще от этого соединения, да, Солнца с Нептуном и с Марсом, да, через Нептун, есть аспект еще к управителю асцендента, к Плутону в 11 доме в Весах. Да, Плутон там, скажем так, и акцидентально, и асцендентально тоже он тут слабый у нас все-таки. Но при этом Плутон в 11 доме, он может давать достаточно такие влиятельных каких-то друзей, либо единомышленников, которые могут просто советы и идеи какие-то подкидывать для того, чтобы еще больше человека убедить в каком-то благоприятном исходе и настроить на позитив, уменьшить какие-то сомнения и колебания. Вот такое вот тут интересное ядро у нас. Так, давайте следующую карту разбирать. Карта номер 6. Карта номер 6, 14 марта 1975 года, 8:10 утра, Луганск, Украина. Так, у нас тут асцендент в Тельце, Солнце у нас в Рыбах и Луна у нас в Овне. Так, мужское или женское ядро, да? Начинаем. Солнце у нас водной стихии, в Рыбах это у нас женская стихия, да? Луна в Овне это мужская стихия. Асцендент в Тельце это женская стихия. Венера, которая управляет асцендентом, да, она у нас в Овне, как вы видите в этой карте. И получается, что Венера находится в мужском знаке. Тут получается, в первом доме других планет нету, да. С Солнцем Юпитер в 29 градусе, да, и практически вот через Юпитер у Солнца есть соединение с этой Луной. Видите, что Луна в Овне, да, в 7 градусе Овна, Юпитер в 29 градусе Рыб, а Солнце в 23 градусе Рыб. И между ними выделена вот эта вот зона влияния, да, по орбисам. И тут есть такое вот соединение. Получается, что у нас тут
тоже мультиядро, так как в ядре 4 планеты у нас. Солнце, Луна, Венера, управитель асцендента, и плюс еще Юпитер тут добавляется, потому что он в соединении с Солнцем и с Луной, да. И получается, что уже мультиядро такое, вот получается интересное. Нет, у нас тут женское ядро. Смотрите, 2 планеты, Солнце и Юпитер, женский знак, да, управитель асцендента женский, Телец, Солнце и Луна и Венера в мужском знаке, да, получается все-таки больше элементов указывает на женскую стихию ядра. Вот так вот. Так, зрелость ядра. Ребенок, взрослый или учитель, да. Рыбы – это у нас знак наставника, учителя. А вот Овен – это у нас знак ребенка. Ну и Телец – это тоже знак ребенка. 50 на 50, да, то ли взрослый учитель, да, то ли это ученик. Но так как у нас Луна все-таки в соединении с Юпитером, в рыбах он тут сильный, он в знаке своего владения тут все-таки. А Венера в 12 доме, но она в Овне. То есть она эссенциально слабая, но акцидентально сильная. И Луна в 12 доме, она тут тоже сильная. Ну, скажем так, но эссенциально слабая. Вот как бы так. И получается, что какое все-таки, какое ядро? Детское или все-таки наставническое, да? Я бы все-таки тут сказала, что все-таки наставническое, потому что Юпитер тут влияет и на Солнце, и на Луну. Луну он вытягивает из этой вот детской шкуры, скажем так, и Солнце усиливает вот эти вот качества учителя, да. Поэтому я бы все-таки это ядро отнесла к зрелому наставническому ядру. Животное или человеческое ядро. Тут получается у нас Солнце в рыбах. Это рыбы у нас животное, животный знак, Овен животный знак и Телец тоже животный, поэтому животное ядро. Плодовитое или бесплодное. Рыбы – это плодовитый знак, Овен – это бесплодный знак, и Телец – это все-таки тоже плодовитый знак, поэтому ядро у нас тут плодовитое. Так, как я уже сказала, это тоже мультиядро. И оно тут у нас какой тип? Все-таки оно немножечко тревожное у нас. Именно за счет того, что Солнце и Луна находятся в разных стихиях, причем стихиях противоположных друг другу. Да? Луна у нас тут находится в огненной стихии, а Солнце находится в водной стихии, противоположных. И поэтому оно как бы немножечко такое тревожное, но Юпитер немножечко так смягчает эту тревожность за счет того, что он делает тут соединение и с Солнцем, и с Луной, да, он их как бы соединяет, сливает, делает одно очень большое такое сильное, целостное какое-то, энергетическую такую вот точку, да, через которую переливается, проходит вся энергетика других планет. Такой вот еще и на границе домов 11 и 12, да, это все проходит, скажем так, из такой социальной сферы в сферу, спрятанную от социума, в сферу внутренних каких-то переживаний и страхов, как бы сливается это все. Поэтому тут такое вот ядро, я бы сказала, тревожное и избегающее. Юпитер тут возничий выходит. Юпитер идет впереди Солнца, да? Для Солнца он возничий.
И получается, что он вытягивает вот эту вот карту, как-то так вот спасает. Если бы его тут не было, то ядро, ну, допустим, он бы стоял в каком-то другом знаке тут, да, не было бы тут такого соединения между Солнцем и Луной, то оно бы тут, ядро считалось бы как полностью такое тревожное и изгоняемое, взаимно изгоняемое, как бы и сложное ядро. И так как... Но так как ни Луна, ни Солнце не находятся в знаках своего изгнания либо падения, да, то его нельзя назвать битым. Оно просто взаимно избегающее какое-то такое. Да. Но Юпитер тут немножечко его смягчает и спасает. Он его направляет в зону творчества, в рыбную какую-то зону. Да, и поэтому тут Юпитер может очень хорошо так вытягивать его. Вот так вот. Да, оно тревожное, но оно как-то так саморегулирующееся какое-то, да, избегающее, но при этом оно плодовитое, интересное такое ядро. Так, ладно, давайте смотреть следующую карту. 7-я карта у нас получается 20 августа 1966 года, 7:26 утра, Иркутск. Так, я очень рада, что такие люди взрослые у меня на канале. Я реально польщена, если честно. Мне очень приятно. Так, давайте смотреть. Управитель асцендента у нас в Деве. Девой управляет у нас Меркурий, который находится во Льве. Солнце у нас тоже во Льве. И Луна у нас находится в Весах во 2-м доме. Так, Лев и Весы – это мужские знаки, да. Дева – это у нас земная стихия, это женский знак, да. Но у нас в 1-м доме тут еще тусуются Плутон и Уран. Поэтому у нас тут тоже мультиядро, и оно супер мультиядро, потому что, смотрите, давайте считать, у нас Солнце 1, Луна 2, Меркурий управитель асцендента 3, Меркурий в соединении у нас не просто сам стоит, а он у нас в соединении с Венерой во Льве, это 4 уже. И в 1-м доме у нас еще Плутон 5 и Уран 6. Правильно я посчитала? Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Плутон и Уран. И поэтому у нас тут ядро получается мужское все-таки. Преобладает мужская стихия. За счет того, что во Льве у нас 3 планеты, содержащиеся, составляющие ядро, и плюс Луна в Весах тоже. Это уже 4 планеты из 6 находятся в мужских знаках, поэтому у нас мужское ядро. Так, статус у нас зрелости, да, какое у нас? Лев – это у нас все-таки взрослый уже, да, или работник, как по-другому его называют, да, взрослый. Весы – это тоже у нас взрослый. Дева – это тоже взрослый. Поэтому у нас чисто ядро взрослого человека, да, как говорится, менеджера среднего звена, как я рассказывала. Итак, животное или человеческое. Лев это животный знак, а вот Дева и Весы это человеческие, да, и у нас получается 50 на 50, да, 3 планеты в человеческих знаках и 3 планеты в животных знаках, и поэтому у нас 50 на 50, да. Так, то есть это говорит о том, что человек умеет, скажем так, выбирать, включать в себе вот это вот человеческое поведение, социальное уже поведение, да, как бы в определенных моментах.
Ну и у нас тут социальная сфера такая, она у нас тут очень такая выраженная, интересная. Тут в 11 доме аж 4 планеты, да. Тут очень человек подвязан на других людей, и раскрывается его личность как бы через взаимодействие, через коммуникацию. Тут как бы человек поглощает всю информацию, весь опыт жизненный происходит у человека через других людей, через единомышленников, через друзей, да, через, возможно, астрологию, через познание всего того, что нестандартное, что-то такое интересное, новенькое какое-то, да, вот какое-то развитие такое происходит, да. Но раскрывается человек все-таки, Солнце у нас в 12 доме, да, Солнце у нас немножечко припрятано, но оно во Льве при этом, оно в сильном тут положении, да, и есть аспект к символическому правителю 12 дома, к Нептуну, да, и поэтому тут получается какая-то человек как будто все время себя преобразовывает, как будто все время себя в чем-то трансформирует, да, трансформирует свое духовное какое-то развитие, да, но при этом оно какое-то творческое, и потому что Солнце у нас тут все-таки во Льве, знаки творчества, и оно тут сильное, и еще и Скорпион точнее не так, есть аспект квадратура Солнце-Скорпион через Нептун, да, через вот это вот какое-то творческое начало, через трансформацию, через коммуникацию, через литературу, через слово какое-то, через, может быть, писательское какое-то дело, вот что-то такое. То есть какой-то получаемый такой вот опыт жизненный, он трансформируется в какой-то продукт, в какое-то общение. Может быть, человек блог свой какой-то ведет, или какую-то страницу, или еще что-то такое, или кого-то обучает, может быть, тут. Смотрите, потому что человек тут очень такой интересный. Тут может быть работать человек в какой-то обучающей сфере. И в Деве тут тоже, видите, Плутон находится. Дева у нас любит доколупаться до всего, так, знаете, очень щепетильно, так скрупулезно подойти к этому всему. И Уран тот, который любит новое все, да, и он, как говорится, обновляет эту Деву, он ее мотивирует нести новаторское что-то, да, и у Урана этого есть аспект с этим же Нептуном в Скорпионе, поэтому тут человек такой очень интересный, многогранный, с большим количеством идей в голове, с большим каким-то таким и опытом, и результативностью своей деятельности, я бы тоже даже так сказала, выразилась. Так, хотя если посчитать, то давайте посчитаем все-таки плодовитый или бесплодное ядро. Так, Лев у нас бесплодный знак, Дева у нас бесплодный, и Луна, где находится в весах, да, весы — это плодовитый знак. Но из-за того, что вот тут много связок таких, и Юпитер тут в раке, в экзальтации, то я бы сказала, что все-таки ядро тут очень такое плодовитое. Луна акцидентально во 2 доме, она очень результативная, она тут в хорошем положении тоже. Переживает за деньги, за доход, за свои ресурсы. У нее есть вот аспект с Юпитером, поэтому тут плодовитое ядро. Несмотря на то, что так распределены планеты, все равно тут ядро такое результативное достаточно и многогранное, да. Так, смотрим Луна по отношению к Солнцу, да. Между ними получается через знак они, не в одной стихии, но в родственных, в дружественных стихиях, да, находятся. Солнце во Льве, Луна в Весах. И получается, что тут, как я уже говорила, такое ядро называется
умеренно зависимая, да, как бы по-дружески зависимая. И вот из-за того, что тут управитель асцендента Меркурий находится в соединении с Венерой, да, и плюс еще в первом доме у нас и Плутон, и Уран, трансурановые планеты, да, планеты поколенческие такие, вот они сложные, они придают личности, личность вообще усложняют. Из-за этого я бы сказала, что ядро тут все-таки больше такое вот дипломатичное, потому что оно очень направлено на коммуникацию с другими людьми, причем на какую-то такую, знаете, порядочную коммуникацию, и после которой человек как-то это все преобразует и меняет в себе, как-то переваривает вот это вот все, и потом передает дальше, как говорится, да, по цепочке, передает в социум, то есть выполняет полностью свою вот эту вот взрослую какую-то роль, взрослую обязанность взрослого как бы дальше передает. Поэтому тут оно такое, знаете, дипломатичное какое-то такое, коммуникативное ядро, да, умеренно зависимо дипломатичное, вот такое интересное ядро. Ну и напоминаю, что оно мультиядро, тут много планет в ядре. Так, давайте следующую карту смотреть, последнюю уже. Карта номер 8 у нас, это 10 апреля 93 года, 11:45 утра или дня, да, Киев, Украина. Так, тут у нас асцендентом управляет, асцендент у нас в Раке, управитель Рака у нас Луна, Луна у нас находится в Стрельце, в 5 доме, Солнце у нас в 10 доме в Овне. Так, какое же у нас ядро, мужское или женское, да? Управитель, асцендент у нас в женском знаке в Раке, да? Солнце у нас в мужском знаке в Овне, Луна у нас в Стрельце в мужском, и в итоге, а в 1 доме у нас планет других нету никаких. Солнце и Луна тоже соединение ни с чем, ни с какими планетами не имеют, да? Поэтому преобладает все-таки мужская стихия, мужское ядро у нас. Зрелость ядра какая у нас? Ребенок, взрослый или учитель, да? Как бы или наставник, или родитель, как по-другому называют. Давайте определять. Солнце у нас в детском знаке, Луна в знаке у нас уже наставника, Стрельце. Ну и Рак у нас, в принципе, это знак ребенка, Рак на асценденте, да, то тут получается все-таки и плюс Луна у нас в 5 доме, это дом тоже детей, и 5 дом, он все-таки, ну как, он относится уже к взрослым, да, но тем не менее он заставляет эту Луну оставаться все-таки ребенком. Поэтому я бы сделала все-таки вывод, что ядро тут у нас детское. Ядро больше у нас детское. Да, Луна находится в Стрельце, это знак уже наставника, но этот наставник, он тут меркнет, потому что он не социальный, он все-таки больше в личной такой близкой полусфере, ниже горизонта сфера, где близкие люди очень, да, где эта роль наставничества, она проявляется только в качестве родительства. И все, то есть она остается в семье. В социуме это наставничество не проявляется. Вот так вот. Поэтому тут для Луны, ну, слабоватое положение, да. Поэтому зрелость ядра тут все-таки на уровне ребенка. Так, человеческое или животное ядро, да. Смотрите, Овен это животное, Стрелец это все-таки человеческое, и Рак это животное, да. Все-таки у нас получается ядро животное. Так, плодовитое или бесплодное.
Солнце у нас в Овне. Овен у нас бесплодный знак. Луна в Стрельце. Стрелец у нас плодовитый. И рак у нас плодовитый. Поэтому преобладает у нас все-таки плодовитая стихия. У нас ядро плодовитое. Да? И какое же у нас ядро, если его подытожить? Да? Обратите внимание, что тут Солнце и Луна находятся в знаках одной стихии, да? Огненной стихии. Овен и Стрелец – это огненная стихия, поэтому это ядро однозначно самодостаточное, то, которое умеет само себя успокоить, само себя, скажем так, мотивировать, потому что это огненная стихия, это все-таки призыв к действию какому-то, аргументация, доказательство, вот что-то такое, да, потому что Луна в знаке информационном немножечко, да, как бы учительском. Стрелец — это у нас информация тоже и учительство. Это образовательная, скажем так, сфера. А Овен — это инициативная сфера. И поэтому это такое вот ядро, которое умеет себя как-то и мотивировать, да, и в то же время найти какую-то информацию, да, аргументацию какую-то для того, чтобы себя мотивировать, да, и плюс зарядить еще эмоционально, прочувствовать, потому что асцендент у нас в чувственном таком знаке, в раке, да, найти вот это вот чувство нужное, необходимое такое вот, да, для каких-то действий, каких-то свершений или для каких-то кризисных моментов. Ну, то есть ядро такое очень самодостаточное, интересное, да. И я бы еще сказала, что тут ядро у нас гармоничное и инициативное за счет того, что инициирующее, за счет того, что эти светила и Солнце, и Луна, да, они все-таки в активных таких мужских знаках, то есть они проявляют инициативу сами, они не ждут, как говорится, милости от природы, да, и когда к ним кто-то будет подкатывать, что-то предлагать, нет, они сами инициируют какие-то действия и события. Ну, вот как бы так, разобрали мы ядра натальных карт наших добровольцев, кто захотел. Я эти карты еще буду, скорее всего, использовать в следующем занятии, в следующем уроке, который я уже начала потихоньку готовить, который будет касаться как раз, как я уже писала в анонсе, темы аспектов Луны и Солнца, механизмов компенсаторики определенных каких-то сложных, да, положений Луны и Солнца в гороскопе, да, проблематики непроработанной какой-то Луны в карте, там, где сложное какое-то положение и где могут возникать какие-то проблемы, или, допустим, в отношениях с матерью, или в отношениях с ребенком, или, допустим, может наблюдаться в течение жизни какая-то психосоматическая какая-то болезнь или состояние, да, и человек не знает, как бы, что сделать, чтобы оно не проявлялось, да, на фоне психосоматики. Вот, скорее всего, я эти карты буду еще в качестве примера показывать и рассказывать, что может возникать у обладателей этих карт, да, и как, что нужно делать, чтобы как бы компенсировать слабость положения или проблематичную какую-то Луну, да, что нужно делать, допустим, буду объяснять это все. Вот так вот. Благодарю всех за внимание, благодарю обязательно всех тех, кто предоставил свои данные для этого занятия, для того, чтобы мы смогли посмотреть, проанализировать примеры вот различных карт, различного типажа ядер, да, чтобы мы смогли, вы смогли как бы
понять, как нужно анализировать свое ядро, от чего нужно отталкиваться. Да? Я надеюсь, что вы поняли вообще цель разбора ядра, да? Для чего нам нужно все-таки анализировать в самом начале анализа карты, почему нужно именно ядро проанализировать, потому что Солнце и Луна, как мы уже из предыдущих видеоуроков поняли, я вам объясняла, что это как раз та движущая жизненная сила, да? Луна обеспечивает нам все базовые потребности, обеспечивает зону комфорта и в то же время зону отдыха, которая направлена на поддержание жизни и поддержание всех базовых функций организма и всех потребностей. Да? А Солнце это как раз вот то жизненное, что вызывает у нас желание жить, совершенствоваться, то, что помогает нам самоидентифицировать себя в обществе, в социуме. А человек это же существо уже социальное, да, мы помним, что как раз этим мы и отличаемся от животных, что у нас все-таки есть потребность в социальном общении, да, мы не можем жить, существовать без общения. Человек, который абсолютно не имеет никакого общения с другими, он превращается как бы в животное. У него теряются вот эти вот социальные навыки человеческого поведения, тогда он атрофируется. Понимаете, вот так вот. И поэтому очень хорошо, что мы это все изучаем, чтобы правильно потом применять свою карту, чтобы мы понимали, куда нам стоит соваться или не стоит, да, с чем нам стоит связывать свою жизнь, с каким партнером или в какую сферу нам идти, в какую самореализацию, допустим, как нам обеспечивать, чтобы мы это все понимали, да. Если, как я уже объясняла, у нас ядро тревожное, мы это, допустим, знаем, и мы понимаем, что именно в карте нам нужно прорабатывать, да, в чем, как говорится, собака зарыта в нашей карте, от чего мы не можем, допустим, расслабиться, да, и сохранять ресурсы для каких-то других достижений, для достижения какого-то материального благополучия, или у нас не хватает ресурсов ходить, допустим, на свидание, чтобы обрести вторую половинку, да, чтобы продолжить род свой, вот что-то такое. В этом смысле и нужно нам рассматривать, как говорится, куда уходит энергия наша и в чем проблематика нашей карты, почему у нас ядро может быть проблемное или не проблемное, или гармоничное, да, как бы, если ядро у нас гармоничное, как вот нам попадалось, да, пару карт, то там как раз-таки человек, обладатель карты, имеет те энергетические ресурсы, которые он может уже направлять на реализацию, скажем так, себя в других каких-то вопросах и сферах. Да. Ему не надо тратить энергетику, свою энергию на попытки как-то расслабиться или себя успокоить. Вот так вот. Все, всех благодарю за внимание. Прощаюсь с вами до следующего занятия. Все, всем пока-пока.